Недавно Яндекс.Вордстат опубликовал статистику. Россияне все чаще ищут, как бы уехать из России. Количество запросов на эту тему уже почти доросло до рекордов времен начала войны и объявления мобилизации. И понятно, почему так происходит. Мы, я и редакция наша, об миграции знаем много. Если не на собственном опыте, то по рассказам коллег, друзей и знакомых. Потому что у нас-то почти все эмигрировали. Это постоянная тема обсуждения. Кто и куда уехал, каким путем легализации воспользовался, чем различается жизнь в разных странах, как открыть где-нибудь счет, как снять квартиру и так далее. В какой-то момент мы решили попробовать поделиться накопленным опытом и запустили отдельный проект «Релокац», где собрали всю доступную информацию для тех, кто планирует переезд из России. Там можно и стоимость жизни в разных странах сравнить, перспективы получения визы, ВНЖ, ПМЖ, гражданства, разные пути легализации посмотреть, безопасность и многое другое. Мы, конечно, надеемся, что когда режим в России сменится, то мы сможем вернуться домой. Но сейчас для значительной части россиян необходимость уехать из страны крайне актуальна, и мы стараемся в этом, как можем, помочь. Уехать из России сейчас не так уж и просто, и чем дальше, тем сложнее. Но интересные возможности все равно есть. Сейчас все это и пообсуждаем. Начнем с одного из самых популярных способов релокации – обучения в иностранном вузе. Формально в большинстве стран нет никаких ограничений по возрасту абитуриента. Вам может быть хоть 18, хоть 38, хоть даже 45. За годы учебы местный язык и образ жизни станут привычными. Вы сформируете круг общения. А по окончании обучения вам будет гораздо проще найти хорошую работу и остаться навсегда. Вот только кажется, что в Европе образование, да и вообще за границей, запредельно дорогое. Но на самом деле это далеко не всегда так. В некоторых странах учиться в государственном университете можно даже и бесплатно. И даже если ты иностранец. А стоимость обучения во многих платных вузах может быть ниже, чем в российском. Плюс существуют гранты на учебу и иногда даже на жизнь. В отличие от кредитов, их возвращать не нужно. Основная проблема при поступлении в иностранный вуз обычно не деньги, а то, насколько вы готовы учиться на местном языке. Некоторые университеты предлагают программы на английском языке, но это реже. А интенсивно готовиться и учить язык все равно придется. Так вот, в каких странах можно поступить в университет бесплатно? Первая такая страна – Германия. Обучение в государственных вузах бесплатное. Чаще всего оно на немецком. Есть программы и на английском, но поступить туда сложнее, и их просто куда меньше. Поступить сразу после окончания российской школы не получится. В наших школах 11 классов, а немецкие вузы требуют 12. Эту разницу можно компенсировать, проучившись 1 год в российском вузе. А можно прямо в Германии поступить на подготовительный год. Также необходимо доказать, что вы сможете себя содержать во время обучения. Тут 2 варианта. Или получить стипендию, или показать, что на вашем счете лежит 11 тысяч евро. В Греции высшее образование устроено примерно так же. От вас требуют только аттестат, даже вступительных экзаменов нет. Конечно, надо будет освоить греческий язык. Зато студентам положены бесплатные учебники, общежитие и страховка, а еще скидки на транспорт. Бесплатные программы есть и в университетах Словакии, на словацком языке. Есть и на английском, но это уже за деньги. Следующая страна – Италия, и вот там любое высшее уже платное. Но есть стипендии, которые покрывают его почти полностью. Во Франции примерно такая же ситуация. Все платно, но можно компенсировать. Зато именно трек до гражданства через образование во Франции один из самых понятных. Если вы окончили бакалавриат, есть смысл присмотреться к Великобритании. Там в целом платно и дорого, но даже в суперпрестижных вузах вроде Оксфорда можно получить стипендию для магистратуры. С оконченным бакалавриатом не меньше смысла имеет обратить внимание на Францию. Там есть программа «Ведущее гражданство» в ускоренном формате. После окончания магистратуры, открытие ИП и работы по нему. Существуют варианты и помимо Европы, причем бесплатные, или очень недорогие. Например, вузы Латинской Америки. В Бразилии платить за универ вообще не придется, но там преподают на португальском. В соседней Аргентине иностранцы учатся за деньги, но цены при этом довольно низкие, от $50 в месяц. Есть еще интересные направления, например, Южная Корея и Китай. Хотя в обеих странах обучение платное, существует много грантов и государственных стипендий. Иногда даже перелет и проживание оплачивают.
В ролике невозможно рассказать все подробности переезда по учебе. Либо мы тут до завтра будем их перечислять. Их очень много. Поэтому в описании будет ссылка, где все расписано. В общем, в поступлении за границей нет ничего невозможного. Изучите и посмотрите, может быть, вам подойдет. Теперь поговорим о релокации по работе. В большинстве случаев она выглядит так. Вы дистанционно находите работу, получаете оффер и переезжаете. Так бывает, когда вы с вашей крутой квалификацией очень нужны работодателю. Но понятно, что найти работу гораздо проще, когда вы уже находитесь на месте. И многие европейские страны сделали специальные визовые программы для поиска работы. Например, в Германии устроено так. Если вы окончили в России крупный престижный вуз, вроде МГУ или СПбГУ, можете подтвердить знание немецкого на очень базовом уровне А1 или английского на уровне Б2 и показать 13 тысяч евро на счету, вам просто дадут визу, чтобы вы могли приехать и искать работу прямо в Германии. Для выпускников других вузов работает немного по-другому. Нужно дополнительно еще нескольким критериям соответствовать. Аналогичная программа работает в Швеции, но для нее нужна степень магистра. Визу дают на срок от 3 до 9 месяцев. Когда найдешь работу, можно сразу подать заявление на рабочую визу, не покидая Швецию. Похожие программы есть в Австрии, в Словакии и даже в Объединенных Арабских Эмиратах. В Греции такую визу можно получить, имея диплом не ниже магистерского. Нидерланды дадут визу по поиску работы, если вы закончили вуз в последние 3 года, но из российских вузов подходит только МГУ. А в Сербии визу на год можно оформить просто на основании любого диплома российского вуза. Никаких дополнительных требований нету. Большинство из тех, кто планирует отъезд, найдут себе подходящую программу, сумеют устроиться на работу или поступят в университет. Те, у кого есть сбережения, могут получить ВНЖ через инвестиции или покупку недвижимости. Но что делать, если денег мало, учиться не получается, а профессия ваша не из тех, за которыми иностранные работодатели в очередь выстраиваются? Тут можно попробовать присмотреться к не совсем обычным программам. Некоторые из них могут прямо удивить. Например, знаете ли вы, что кое-где можно получить ВНЖ на всю семью, просто устроив ребенка в школу? Даже если ребенок первоклассник, даже если школа обычная государственная. Учеба в ней дает основания для студенческого ВНЖ, а поскольку ребенок жить один не может, вид на жительство по воссоединению семьи получают его и родители, и братья и сестры. Так можно сделать в Сербии. Нужно будет показать, что у вас есть средства на жизнь, но суммы там умеренные. В Италии даже доход подтверждать не придется. Правда, оформление ВНЖ будет долгим. В Грузии или в Коста-Рике вам еще и разрешение на работу дадут, но нужно показать доход около $1000 на семью. Частично такой подход работает даже в Великобритании, Новой Зеландии и Португалии. Правда, в этих странах нужно показать высокий доход или накопление. Следующий способ, о котором все, наверное, слышали, это рождение ребенка. Во многих странах, особенно в Америке, и в Южной, и в Северной, гражданство ребенку дается по праву почвы. Так исторически сложилось. Несколько столетий назад иммигрантами, приплывшими в Новый Свет, там были чуть ли не все. Так что законы получились простыми. Где родился, там и гражданин. Такое правило действует в США и Канаде, но с существенным ограничением. Паспорт получит только ребенок, а его родители на этом основании не получат даже ВНЖ. Поэтому имеет смысл смотреть в первую очередь в страны Латинской Америки. Например, в Аргентине родители ребенка, гражданина, автоматически получают ВНЖ, а через несколько лет проживания могут оформить паспорт. Также устроен процесс в Чили, Бразилии, Мексике, Уругвае, Эквадоре и Коста-Рике. Младенец получает гражданство, а его семья – ВНЖ или ПМЖ, а затем паспорт. Что особенно интересно, никаких условий об иммиграционном статусе родителей до рождения малыша нету. Они могут быть хоть нелегалами, хоть находиться в стране по безвизу как турист. В некоторых европейских странах правила, в чем-то похожие. Ребенок получает гражданство, но только если хотя бы один из родителей уже имеет ВНЖ. Так устроено в Португалии и Испании. Для молодых людей без семей тоже есть интересный способ релокации. Во многих странах, в том числе в Европе, действуют программы au pair. Суть такая. В выбранной стране вас поселят в доме принимающей страны, и вы будете помогать с детьми и бытом. При этом вы не прислуга, а временный член семьи. Участвовать можно с 18 и обычно до 30 лет. Но тут в разных странах могут быть свои ограничения. В США, например, верхняя планка 26 лет. Программа длится от 3 месяцев до 2 лет. За это время вы сможете подтянуть язык и интегрироваться. Но потом придется искать другие возможности остаться в стране.
Для участия в АУПР достаточно школьного аттестата, отсутствия супругов и детей. У вас не должно быть судимостей и хронических заболеваний. Для поиска принимающей семьи можно зарегистрироваться на одной из специальных платформ или обратиться в агентство. Поиск может занять несколько месяцев. Поехать по программе АУПР можно во Францию, США, Данию, Германию и во многие другие страны. Другой способ переезда – волонтерство. Принимающая страна обычно программа или фонд, который нуждается в помощи активных молодых людей. Если вы любите работать с детьми или пожилыми, или вас интересуют экологические проекты, работа в заповедниках и защита животных, или вы готовы помогать на фестивалях, волонтерить в НКО – это ваш вариант программы. Тут бывают самые разные направления, но чаще всего вам предоставляют жилье, питание и небольшую стипендию. Программа длится максимум год и не дает основания для дальнейшего пребывания. Но вы получите крутой опыт, обрастете связями и поймете, подходит ли вам страна. Волонтером можно быть в Сербии, Словакии, Молдове, Хорватии, Дании, Германии и Португалии. Но способ, который удивил половину нашей редакции – иммиграция через религию. Это вообще не наш департамент, как вы знаете. Но, например, в Великобритании, Австралии и США есть визы для религиозных работников. Если вы служите в церкви или в другой религиозной организации, и у нее есть в этих странах представительство, отделение или там, что там в вашей церкви, то вы вполне можете туда перевестись или поехать волонтером в какой-нибудь монастырь. А еще можете получить визу как студент семинарии или другого религиозного учебного заведения. Если вас преследуют из-за религии, что для России актуально, можете попросить убежища. А в Израиль можете приехать, приняв иудаизм. Правда, делает не быстрое и непростое. Теперь посмотрим, куда конкретно можно поехать. Пробежимся по нескольким странам, куда уезжают многие наши соотечественники. Германия, понятно, одна из популярных стран. Считается, что переехать туда сложно. В общем-то, так и есть. Требования к квалификации, доходу, если переезжать по рабочей визе, довольно высокие. Мы уже рассказали, что в Германии есть виза для поиска работы. Еще можно переехать по корням, если у вас немецкое или еврейское происхождение. Вы об этой возможности наверняка уже знаете. Можно приехать как волонтер или по программе АУПР, если проходите по возрасту или у вас нет семьи. Можно стать студентом, а еще есть виза фрилансера для людей с удаленным доходом. В Германию чаще всего едут с целью найти работу, как-то встроиться в местную экономику. А для тех, кто работает дистанционно, больше подходит Испания. Стоимость жизни в Испании ощутимо ниже, чем в Германии. ВНЖ, если у вас есть удаленная работа или пассивный доход, получить легко. Обычно рассматривают два вида ВНЖ – по пассивному доходу и по фрилансу. Требования там не очень сложные, но доход должен быть приличный, округляя 2800 евро на основного заявителя, 1000 на второго члена семьи и по 350 евро на остальных. То есть, чтобы привезти в Испанию жену и 2 детей по визе цифрового кочевника, нужно показать доход 4600 евро в месяц. Нужен рабочий контракт и подтверждение квалификации, диплом об образовании или подтверждение, что у вас есть 3 года стажа в вашей сфере деятельности, тогда можно и без диплома. Также можно начать стартап или оформить ВНЖ с правом работы на себя. Под требования этой программы хорошо подходят кейсы блогеров и вообще контент-мейкеров. Определенных требований к доходу тут нет, но нужно показать, что денег достаточно для ведения проекта, а сам проект жизнеспособен. А еще в Испании можно легализоваться, просто прожив 2 года нелегалом. Не то чтобы мы такой способ рекомендовали, но кому-то эта информация может пригодиться, может вы уже. Для релокантов, работающих по удаленке, есть еще вариант Италия. Чтобы оформить визу цифрового кочевника, нужно показать доход чуть больше 2100 евро в месяц. Можно получить визу для автономной работы, то есть для въезда с целью стать предпринимателем и работать на себя. Для этого нужен либо профильный диплом, либо опыт работы, а также доход за предыдущий год. Очень популярна сейчас у наших соотечественников Португалия. Там отличный климат, есть океан, хорошая медицина. Жизнь сильно дешевле, чем в Германии или Франции. Еду туда через открытие стартапов. Тут даже нет минимальной суммы инвестиций. По визе цифрового кочевника или по пассивному доходу. Заявителю нужно доказать, что он может себя содержать. На счету нужно показать 11 000 евро на одного человека. Сюда можно привезти семью, причем даже родителей, что для Европы редкость. Требования дополнительного дохода для семьи прям очень умеренные. 435 евро на взрослого и 218 на ребенка. Если вы решили переехать в Европу, но ресурсов у вас не очень много, то присмотритесь к Сербии. Ее огромные плюсы – это умеренная стоимость жизни и простые, доступные почти всем варианты легализации.
А еще теплый климат, безвизовый въезд, можно визаранить без ограничений. Самолеты из Москвы в Белград тоже напрямую летают. В Сербии уже живет много россиян, и это очень дружелюбное сообщество. Все чаще мы слышим истории, что переехавшие раньше берут новичков на работу и вообще помогают друг другу. Из минусов – Сербия не состоит в Евросоюзе. Чтобы поехать, например, в Париж, вам понадобится шенгенская виза. Получить ВНЖ Сербии сравнительно легко, вариантов тут несколько. Например, при наличии диплома в высшем образовании вы можете получить ВНЖ для талантов сроком на 1 год. Его нельзя продлить, но за год вполне реально найти работу и оформить ВНЖ уже следующий, на основании трудового договора. Если у вас удаленка и в работе вы не нуждаетесь, или если вы хотите завести бизнес в Сербии, например, кофейню, можно открыть ИП. Налоги фиксированные, плюс-минус 300 евро в месяц. Еще один способ легализации – это покупка недвижимости. И это не тот случай, когда недвижимость – это вариант только для богатых или для экстрабогатых. В отличие от похожих программ в других странах, в Сербии нет никаких требований к цене покупки. То есть буквально можно купить маленький дом в глуши за 10 тысяч евро и получить ВНЖ на 3 года. Правда, есть одно условие – именно в этом доме вы и должны жить. Есть вариант легализации по учебе. Например, основанием будет посещение курсов сербского языка. Чтобы получить ВНЖ на всю семью, достаточно устроить своего ребенка в местную школу просто. По Сербии у нас прямо в нашем релокации есть специальный помогатор. Можете туда написать, и он с вами пообщается. Раз уж мы заговорили о странах, куда уехать совсем несложно, нельзя не упомянуть и Грузию с Арменией. Они выручили огромное число россиян. Многие из нас прожили там первые месяцы или годы войны, а некоторые остаются до сих пор. Жить там недорого, виза для въезда не требуется, в Армении вообще пускают даже без загранпаспорта по внутреннему российскому. Если уехать из России нужно вот прям срочно, то это лучший вариант. Но важно помнить, с внутренним российским паспортом вы не сможете сделать прописку, устроиться на работу или совершить визаран. Российский загран можно оформить в российском консульстве в Ереване или в Гюмри. В Армении не будет языкового барьера, большинство говорит по-русски. Для устройства на работу не нужно разрешение, диплом подтверждать тоже не надо. В Грузии без визы и без оформления, просто как турист, вы можете жить год, потом сделать визаран, например, в Армению или Турцию, и жить еще год. Единственная проблема – такой режим не годится для официального трудоустройства. Так что тут можно получить визу цифрового кочевника. Отдельно посмотрим на Южную Америку. Очень привлекательный регион для переезда в некоторых обстоятельствах. Аргентина, Парагвай, Бразилия, Мексика, Чили, Уругвай, Колумбия, Эквадор, Доминикана, Коста-Рика. Тут или без виз, или длинный срок пребывания для туристов. Можно приехать без лишних формальностей и уже на месте оформить ВНЖ, и это довольно несложно. Почти везде простые процедуры. Нет сложных систем с баллами, не требуется подтверждение квалификации. С удаленным доходом устроиться тут вообще очень легко. Всякого рода виза рантье, виза пенсионеров или просто демонстрация средств на счету – это базовая модель легализации в этом регионе. Есть визы цифровых кочевников, но они не иммиграционные. Пожить можно, а получить паспорт нет. Почти во всех странах Латинской Америки можно получить ВНЖ, ПМЖ и гражданство, если уже тут у вас рождается ребенок. Есть максимально простая страна для иммиграции – Парагвай, где для получения вида на жительство даже доход не требуется. Вот паспорт, вот справка, что я не судим. Давайте ВНЖ. Мне бы не подошло, но большинству подойдет. Минусы тут понятные. В некоторых странах региона не очень с безопасностью, искать работу сложнее, чем в Европе, лететь далеко и дорого. Но сам по себе регион очень атмосферный, интересный, с хорошими возможностями для детей. Во многих странах хорошее образование и медицина. Словом, Латинскую Америку стоит иметь в виду и изучить вариант. Если вы сейчас на стадии, что мы обдумываем идею для релокации, то, собственно, присоединяйтесь к проекту релокации. Теперь это можно сделать не только через сайт. У проекта имеется и телеграм-канал. Там в реальном времени публикуются новости для тех, кто думает о переезде, и часто именно оттуда можно узнать об актуальных вариантах получить ВНЖ в привлекательной стране. Так что заходите на сайт и на канал, ссылки в описании. Пользуйтесь информацией, которую мы для вас собрали. А еще записывайтесь на бесплатную консультацию. Там вы можете рассказать о себе, и вместе с представителями проекта можно подумать, где больше перспектив, какой путь для вас является наилучшим и как проект может вам помочь. В одни страны путь попроще, в другие посложнее. И в любом из случаев мы вместе с вами посмотрим, как упаковать ваш кейс так, чтобы он соответствовал требованиям. Удачи с вашими планами. До завтра.